Всем привет! Мало кто ожидал, но я все-таки успел сделать новое видео. В прошлой части по производству квадро из Киберпанка 2077 я сделал матрицу кабины, которая состояла из 11 частей. А в этом видео я закончу изготовление матриц кузова. Осталось снять их с задней части. Для начала ее нужно привести в порядок и выровнять ребра на бампере, так как они имеют небольшие дефекты и не параллельны относительно друг друга. Итак, первым делом убрал всю пыль, которая копилась на багажнике несколько месяцев. Ранее я поторопился с доработкой багажника и не замерял плоскость. Оказалось, что возле кабины слишком много шпаклевки, которая там не нужна. Ох, ничего себе, вот это я засиделся, надо бы сделать перерыв. А еще я давно подумываю взять себе новые часики для удобства. А где у нас самый большой выбор надежных часов? Конечно, на сайте Alltime.ru. Эти ребята на рынке уже более 20 лет, поэтому для вас работает не только удобный интернет-магазин, но и сеть розничных магазинов в самых крупных городах России. Так что если решили приобрести себе часы, то вы сэкономите время, посетив Alltime. Здесь вас ожидает самый полный ассортимент товаров высшего качества и самые свежие новинки, ведь Alltime эксперты в своем деле и первые по России в часовом сегменте. Хотите совершить надежную покупку и получить достойный сервис по выгодной цене? Обращайтесь к экспертам из Alltime по ссылке в описании. После выравнивания плоскости решил сделать эксперимент. Вместо эпоксидной смолы попробую акриловый лак для защиты пенопласта. Плюсы акрилового лака в том, что он быстро сохнет и не дает подтеков по сравнению с эпоксидной смолой. Но работает он только на предварительно выровненной поверхности, иначе при доработке шкурка его задирает. Пока лак сох, занимался ребрами бампера. Буду их выравнивать алюминиевым профилем, который смажу воском. Вставлял его между ребер и по его плоскости выравнивал расстояние между полосами. Параллельно с бампером занимался плоскостью багажника. После высыхания шпаклевки в некоторых местах она все же достала до пенопласта и образовались ямы, но в целом общая плоскость осталась неизменна. Просадки легко выравниваются вторым слоем шпаклевки. Испорченные воздуховоды залил пластилином и выровнял их в общую плоскость. Также убрал пазы спойлера, я хочу сделать для него немного другое крепление. Тем временем все ребра прошпаклеваны, в них нужно набить пластилина и выровнять внутреннюю часть. Для этого я буду использовать тот же профиль, а шпаклевка выступит в качестве рельс. После этого все ребра сделал под одну плоскость. С задней частью бампера я экспериментировать не стал и покрыл ее эпоксидной смолой. Она вырезалась ровно, и ее практически не нужно было дорабатывать. Осталось сделать отбортовки, и можно закатывать детали стекломатом.
Полосы для отбортовок используются уже не в первый раз, снимал их со старых мест и клеил на новые. И еще один минус лака то, что пластилин при отрывании от бортовки отходит вместе с ним, и нужно это место замазывать пластилином. Перед нанесением разделительного состава залил шпаклевку акриловым лаком. Пока разделительный состав сох, делал отбортовки других деталей. Все готово, осталось поменять фильтры в респираторе. Для удешевления сделал переходники на круглые фильтра, так как 3М-овские стоят как 10 круглых элементов, а срок использования тот же. Есть еще одна идея по фильтрации воздуха, ее я реализую в следующих частях по постройке квадры. Размешал гель-коат и начал красить подготовленные поверхности. Для пропитки смолы в этот раз попробую валик со сменными элементами. Скажу я вам, он мне сэкономил кучу времени, но работает он только на ровных поверхностях. К концу изготовления матриц рулон значительно отощал, но думаю, его хватит на приклеивание силового каркаса. Валик также позволил прикатывать большие куски стекломата. Затем отправился клеить бампер. У него самая неудобная форма для матриц, но я нашел подход. Прикладывал мат к поверхности и пропитывал его смолой. Далее, прижимая материал руками, вдавливал его кистью внутрь. Он вытягивался и принимал нужную форму. После высыхания пары слоев клеил бампер кусками, которые заранее были пропитаны смолой. Осталось еще 3 детали, это крылья и задняя часть бампера. Теперь нужно срезать, как вы называете, всю елку, и задняя часть готова. Немного не рассчитал болтов, думал, что купил больше. В следующий раз доделаю эту работу. На поклейку матрицы ушло 60 кг полиэфирной смолы, 30 кг стекломата и 15 кг гель-коата. Из этого можно сделать вывод, что вся матрица без дверей весит около 100 кг. И плюс еще будут вклеены металлические ребра, как на капоте.
На вопрос, буду ли я еще когда-нибудь делать матрицу всего корпуса, отвечу, что наверное нет, так как на картинке все делается легко, но в реальной жизни это сотни часов утомительной и однообразной работы. В следующей части, я надеюсь, получится распотрошить болванку и склеить стеклопластиковый кузов квадры. А пока всем спасибо за внимание и вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующем видео.